Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Все ли пройдет гладко, задуманное вами? Что важно услышать прямо сейчас? Что вам важно знать прямо в эту минуту? И вполне вероятно, это будет какой-то план, или если мы говорим, все ли пройдет гладко, вы могли какой-то сценарий свой уже и задумать, и продумать. Вот давайте с вами узнаем. А ведь и правда, пройдет ли это дело гладко, или как вот наши, может быть, энергии, в которых вы сейчас находитесь, насколько, может быть, высшие силы вам в данный момент помогают. Одним словом, вот давайте будем готовы к тому, что мы что-то такое, как подсказку услышим, очень важную. И вам придется, может быть, я не исключаю, продумать какой-то альтернативный вариант действий. Ну, давайте узнаем. Наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. И не важен возраст абсолютно. Принимайте, мои дорогие, лишь то, что откликается в вашей душе. Итак, сигнификация. Что ж вы там задумали? Ну, или, по крайней мере, кто вы, да, что в вашей жизни сейчас происходит. Может быть, от этого строятся ваши планы. О, грандиозные, прямо наполеоновские, хочется сказать, планы, потому что император, мои дорогие, желание организовать свою жизнь вообще по-другому. Организация в первую очередь. И, конечно, у кого-то будет совпадать организации, когда вы предполагаете посещение инстанций, каких-то учреждений, возможно, людей, которые наделены властью, да, официальные лица, или мы говорим казенные дома, да, но это именно официальное учреждение. Но это еще и организация вашей собственной жизни. Я не исключаю. Для кого-то из вас личная может быть жизнь, когда вы рассчитываете на помощь конкретного человека. Или, пусть это не буквально помощь, ну, содействие на какой-то процент, на какую-то долю. Вы сами, если о вас говорят карты, то вы сейчас вот в таких очень продуманно, я бы сказала, жестких энергиях. Мои дорогие девочки, вы ведь сами тут можете быть или настраивать себя. Но, видимо, с учетом второй карты это не совсем просто. Но вы можете себя настраивать именно на то, что мне вот мыслить нужно сейчас как мужчина. Мне здесь нельзя ни в коем случае как, ну, словно рассупониться, так это расклеиться, да, будем говорить. Или как пребывать в каких-то иллюзиях. У кого-то из вас поездка на кону. И, может быть, это та поездка, которая вам покажет ваши перспективы. Может быть, сама по себе дорога, и, конечно, у каждого по-своему. У кого-то это планируемое, то, что вы просчитываете, с чем вы можете столкнуться, и так, чтобы не было иллюзий. А у кого-то необходимость оказаться в определенной местности, чтобы что-то либо увидеть своими глазами, или встретиться с каким-то важным человеком. И вот вы продумываете, а на что я могу рассчитывать? А что мне ожидать от этого человека? Поэтому расклад, скорее всего, вы смотрите, понимая, что что-то вы предполагаете, но в любой момент что-то может пойти не так. Вы продумываете, скорее всего, сейчас тот сценарий или варианты, и поэтому открыли видео, как будто, ну, на самом деле, к чему приготовиться, потому что в любой момент как будто придется либо что-то переиграть, либо какой-то маневр совершить. Кто-то из вас надеется, тем не менее, на восторжествует справедливость, да, вот что именно будут оформлены нужные документы, или когда у вас даже какая-то важная встреча закончится, ну, как своеобразной победой в вашу пользу, или у кого-то идут суды, мои дорогие, правда. Может быть, суды, когда вы тоже вот на данный период времени пока не знаете, или разбирательство, например, да. Может быть, вы где-то готовы внутренне, я бы так сказала, если вот этот альтернативный вариант, что может закончиться медиаторством, да, но, может быть, человек как отдумается, опомнится конкретно, и вы сумеете договориться, когда и волки сыты, и овцы целы, когда этот вариант устроит двух. По справедливости это всегда причина и следствие. Стало быть, у кого-то из вас могли быть отношения, которые, может быть, и на расстоянии, да? Может быть, вы сейчас, но тут вы явно знаете друг друга. Тут не
о знакомствах на расстоянии или которые в интернет. Нет, вот это вот вообще ни разу, это точно. Поэтому и вы-то вот тут более практичный человек, опять же, даже для девочек мужские энергии. Но, видимо, есть какая-то тема, которая не была решена прежде, это точно. Она тянется, может быть, уже годами. И вот все-таки мы надеемся на эту справедливость. И когда старший аркан выпадает, то есть в вашей жизни, в вашей судьбе, в вашей истории сейчас есть некоторые факторы, которые, правда, от вас не зависят. И вы очень правильно видите свою позицию, пытаясь себя увести как раз от некоторых иллюзий, потому что, ну, мы можем надеяться на чьи-либо обещания. И, кстати, прежде могли быть ваш адрес даны какие-то обещания, которые в последующем либо они не исполнились, либо дело закончилось никак или разрывом, вы ушли, человек ушел, или вы как разъехались, как разошлись, как в море корабли. И вот, видимо, сейчас все-таки есть задумка ваша и есть возможность. Вот сейчас есть возможность, мои дорогие. И то, что вы хотите осуществить, вам это как по судьбе. Значит, есть какая-то тема, которую вам нужно сейчас именно прояснять, может быть, постепенно завершать или приходить к какому-то знаменателю. Да, тут есть конкретный человек, и тут будет по-разному. Король мечей, конечно, может для кого-то означать буквально человек, рожденный под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или этот человек будет достаточно ресурсный, или, может быть, в одном из этих знаков асцендент. Но все же король мечей – это у нас эксперт. Это тот человек, который умеет быть не просто хладнокровным, а, знаете, все же он исходит из той позиции, что полезно ему. Где-то он тоже по этой карте, у нас и юристы, и адвокаты, и чиновники проходят, врачи, кстати, или люди таких узких специальностей, но всегда это тот человек, который работает по приказу. Может быть, по приказу, если мы перекладываете на свою ситуацию, если это именно с внешними какими-то чиновниками связано, или ваша задумка, ваш план, ваш сценарий с теми людьми, которые, ну, вы ждете от них, что они вам помогут, допустим, составить какой-то важный документ или подписать документ, или вы сумеете что-то согласовать, кстати, прояснить какой-то вопрос, узнать правду. Но вот давайте достанем еще одну карту. Что вам, в принципе, несет этот человек? Но ведь очень хладнокровным умеет быть эта персона. Но я должна сказать, что вот на сегодняшний момент, может быть, поэтому вы смотрите, сомнения явно есть, чтобы не замечтаться, да, мы сказали, и быть готовым к любому варианту, если что-то пошло не так, то с вашей позиции переиграть. Но я должна сказать, что, ну, как предпосылки для решения какого-то вопроса у вас есть, потому что вам какой-то человек, возможно, этот человек такой, ну, даже если мы говорим, да, у него нет эмоций, или эмоции есть, вам их транслируют, а в последний момент, вы знаете, может все переиграть и отталкиваться именно от своего человековидения. Но на данный период времени вот такая сигнификация, и важно это вам тоже знать. Если вы сомневаетесь в конкретном человеке, то тогда у него есть свой план. От этого причем четкий план. И границы он себе тоже поставил. Но на данный период времени он настроен именно с вами договариваться. Возможно, вам будет предложен какой-то, так забегая немного вперед, определенный вариант действий или какой-то компромисс, который вам придется рассматривать, извините. Вам придется рассматривать, но, может быть, и вот это желание для себя, например, что-то осуществить, хорошее сделать, но и с вами договориться, понимаете, у этого человека желание есть. То есть, в общем-то, я могу сказать, добрые энергии идут в вашу жизнь. Вот давайте узнаем поподробнее. Не буду убирать ряд, который по сигнификации, потому что тут такие важные арканы. И, может быть, последующие карты, которые мы с вами разложим под этими картами, они нам дадут больше подсказок. Итак, все ли пройдет гладко? То, что вы задумали,
Все ли пройдет гладко? Предпосылки основные. Будьте готовы услышать какую-то неожиданную новость. Здесь может быть связана новость, когда вы куда-то приезжаете и узнаете, допустим, по закону, как вам нужно действовать. Вполне вероятно, вы получите какую-то бумагу, или вам придет какое-то известие дополнительное, я не исключаю. Но все карты говорят, да, что какая-то история, она сейчас должна, тем не менее, завершиться. Какой-то лабиринт, мои дорогие, должен быть закончен. Но пажи это, опять же, у нас вестники, поэтому будьте готовы. Тут могут быть сообщения в средствах массовой информации, которые вы можете получить. И я не исключаю, что какой-то человек получит бумагу или будут, как знаете, меняться законы. Ну, в сыром виде законы не меняются, какое-то приложение к закону может выйти или какой-то альтернативный вариант. И, возможно, для вас это будет такой своеобразный выход из лабиринта, но следом за этим вы получите еще какую-то новость. Давайте достанем третью карту. Тут будет какое-то предложение. Но, знаете, действительно в сыром виде. Пажи есть такой момент инфантильности. Инфантильность или, незрелость в каком-то вопросе. Вы можете столкнуться с тем, что даже какой-то человек, допустим, он видит развитие вашего вопроса, вашей, может быть, совместной ситуации, может быть, и личной, любовной ситуации. Я этого тоже не исключаю. Но он видит как-то однобоко по-своему. И, может быть, такая ситуация сложится, когда вот он почему-то сейчас уверен, да, в себе. Он, она, тут уже мы по полу карту не рассматриваем. Но может произойти так, что будет получено именно человеком сведения, как узнает какую-то правду, и самому придется что-то переиграть, или придет понимание, что так, как он задумал, или она, так не пойдет. Тут какая-то будет новизна, буква закона или какие-то обстоятельства, когда и человеку придется несколько пересмотреть все то, что он планировал. Тут явно есть, как знаете, взаимный интерес, ваш и еще чей-то. Поэтому будьте готовы, но тем не менее десятка кубков, вот как вы стремитесь к счастью, или вот то, что вы хотите, да, и осуществить. И, может быть, поэтому вы и готовы, как воспользоваться подходящим моментом, воспользоваться любой ситуацией. Вы сейчас где-то уже себя настраиваете держать руку на пульсе, и это очень правильно. Карты это подтверждают, потому что у вас на кону стоит сейчас благополучие. Поэтому все ли пройдет гладко? Тут для вас я не могу сказать, что будут какие-то препоны, но здесь могут быть, знаете, как некоторые препоны, которые больше касаются именно человека, но они каким-то образом будут оказывать влияние на вас. Так все ли для вас пройдет гладко, задуманное? У кого-то напрямую вопросы не просто переезда, перемещения, вопросы семьи, может быть, перемещение с семьей, какие-то согласования на расстоянии, почему туда и придется ехать, и увидеть своими глазами, может быть, в какие-то конторы, офисы пройти. Мои дорогие, тут у нас прям две пары. Может быть, это такие сложные отношения, даже те отношения, которые сейчас проходят через суды, через какие-то разбирательства. У кого-то напрямую раздел имущества, кстати, может быть. И может быть и денег. Но все же отойдем от этого, потому что больше такая палитра очень добрая складывается, которая говорит, что для вас то, что будет шанс какой-то, это железно. Десятка кубков, четверка жезлов. Это такой, знаете, своеобразный вы сейчас находитесь. Вы это только пока предчувствуете, но совсем скоро. Все ли пройдет гладко? Будьте готовы к двум вещам, мои дорогие. Значит, мы говорили уже с вами о том, что конкретный человек чего-то не видит, не знает, он предполагает, но он узнает, скажем так, да? И это как-то повлияет на ваши планы. Но у вас сейчас, возможно, от этих планов в последующем и будет этот жизненный перекресток. Но, мои дорогие, именно так вот вам, как по судьбе, ведь это карма или это судьба, аркан справедливость, причина и следствие мы говорим. Вот именно дорожка судьбы, она и ведет вас к какому-то общему знаменателю, когда вы должны получить
очень хороший итог, когда вы должны этим остаться довольны. Хотя я не могу сказать на 100%, договариваться придется, ведь это, по сути дела, победа и праздник после победы. Сам по себе праздник, который мы разделяем с друзьями, поэтому вы можете с кем-то договориться. Вот перекладывайте, опять же, ситуацию на себя, но вам придется быть гибче. Нам пара следом идет, да, а рядом у нас двойка кубков. Конечно, это карта любви. Это карта искренности, это больше про чувства. Но если мы даже переложим на официальную ситуацию, это, в принципе, добрая энергия, когда оба склонны договариваться. Это, знаете, нам как по судьбе пространство, вселенная, высшие силы дает нам такую ауру. Вот это тоже вам важно услышать. Добрую ауру, когда мы сумеем понять друг друга. Ведь по этой карте люди понимают друг друга без слов. Но тем не менее, видимо, будут те пункты. Все-таки у нас прообраз Юдифи следующей картой выпал. И, как известно, отказалась так отказалась, отрезала так отрезала. Вам придется принимать какое-то важное решение. Причем не самой или самому по себе, а именно через согласование, через какой-то вот контакт с этим человеком. Какая-то история будет продолжена. И, может быть, тут держат факторы, ну, где-то и семейные. По четверке жезлов, кстати, жезлы, дела, работа, бизнес или откуда к нам приходят деньги. У кого-то этот момент. Взаимосвязь именно финансовая. Может быть, взаимосвязь финансовая по документам, у кого-то партнерские отношения по бизнесу. Это не совсем тут про чувства. Все-таки тут, понимаете, соединяется в нашем раскладе. Одно дело то, что мы где-то на эмоциональном уровне, да, или на уровне чувств хотим решить. Но есть, знаете, на злобу дня все же есть эта данность, которая либо связана с деньгами, с имуществом, с документами, с оформлением, может быть и местом проживания. И вот эти задачи вам придется решать совсем скоро. Королева мечей, будьте готовы корректировать свой план. Где-то карта нам подсказывает. Если вас одолевают такие резкие эмоции, это придется в себе сдерживать. Почему? Потому что, чтобы не нашла коса на камень. Вполне вероятно, вам, знаете как, это важно услышать, чтобы все прошло гладко, вам придется действовать в одиночку. И вот если вы сейчас уже продумываете какой-то альтернативный вариант, или что в любой момент что-то может пойти не так, это вам тоже подсказка приходит не случайно. Тут действительно с какими-то нюансами вам придется что-то переиграть и переделать. Так все ли пройдет гладко? Но вы останетесь довольны. У кого-то может быть заключен договор важный, или когда вот по бизнесу, да, тут какой-то прогресс будет, когда вы больше сумеете, может быть, заработать денег, или разберется, решится какой-то вопрос, даже если через суды, когда вы-то окажетесь, ну, если не на 100% каком-то выигрыше, то вы останетесь все равно в хорошем проценте, когда, ну, дела идут успешно, или когда денег больше, или когда вы будете радоваться. Хотя все начинается с туза мечей, все-таки иногда эта карта такая колючая может быть, поэтому, мои дорогие, будьте готовы, тут, знаете, как, ну, через, может быть, как препоны какие-то, или через какие-то вновь открывшиеся сведения. Иногда по этой карте, это, знаете, вообще то, что мы не ожидали услышать, или мы не ожидали с этим столкнуться, а тем не менее нам придется пройти через какие-то двери, каким-то путем, и, может быть, эта дорожка будет 2 шага. Но она для вас, посмотрите, шикарные ведь карты. Самый лучший и буквально на самый главный вопрос, все ли пройдет ли гладко. Да, но это вашего другого настроя, мои дорогие, потребует. И, кстати, храните о себе молчание. Где-то, может быть, для вас сложноват тот момент, что придется сдерживать свои эмоции. Вот вам помогает хладнокровие, совершенно необходимо, потому что 2 аркана, как император, так и король мечей, извините, это те 2 человека, которые, ну, где-то есть правда, как бы 2 правды. То, что для меня правильное, и то, что я хочу осуществить. А все остальное это так, где-то побочно.
И вполне вероятно, вам придется с человеком таким сложным договариваться, потому что человек на своей волне. Нам, можно сказать, уже почти карты ответили на наш самый главный вопрос, но все же. Как-то очень быстро. Ну, видимо, высшие силы вот именно настроены на то, чтобы у вас все сложилось благополучно. Но что вам нужно услышать прямо сейчас? Вот, может быть, к чему как раз приготовиться вот этот альтернативный вариант, если мы говорим про образ Юдифи, отрезала так отрезала. Вот, может быть, к какому-то компромиссу или что за Соломоново решение вам придется принимать, что важно услышать прямо сейчас. Ну, соответственно, и следующая карта. Знаете, тройки – это всегда карты будущего. Кто-то скажет, да что это у меня еще раз такое будет? Оно не будет. Ведь уже по этой карте проходит здоровое равнодушие. В некоторых колодах прописано буквально выздоровление. Потому что нас это уже сейчас не цепляет, не случайно, королева мечей. Нас уже это не болит. Уже не горит где-то, может быть, не пылает жаром или не отзывается какой-то прежней болью. Но мы оставляем ситуацию, которую мы уже прошли в прошлом, себе как важный опыт. И вот мы не хотим, чтобы этот опыт повторился. У вас может быть вот такая конфигурация. Сама по себе встреча с конкретным человеком у вас может вызывать не самые приятные эмоции, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Это нужно услышать прямо сейчас. Вас может, так знаете, как волна какого-то противоречия и противодействия может складываться именно в вашей душе, когда либо обстоятельства, либо конкретная обстановка вам может напомнить о вашем фиаско или, может быть, даже о том, что вы когда-то прежде не смогли осуществить. А карта нам говорит: прости себя, может быть, прости и другого за какие-то ошибки. Тебе сейчас это не важно. Если ты добавишь эмоций, будет какая-то путаница. А у тебя на кону решить нужно тему, а не создать конфронтацию заново. Но и замечтаться-то никак нельзя. Поэтому, что важно услышать прямо сейчас? Будь готова или готов пройти по ситуации. Будь готов сохранять себя, сохранять свои деньги собственные, да, какие-то накопления. Как бы измени, вот у тебя будет какой-то шанс, и ты можешь воспринимать то, что ты услышишь, ну так тоже несколько колючее. Будет, как я говорила, первое может быть желание отказаться, потому что вы не видите для себя перспектив. Хорошо, что же еще нужно услышать прямо сейчас? А вот эту перспективу нужно увидеть, потому что по тройке жезлов, вторая тройка, мы говорим карта будущего. И если ты пойдешь по ситуации, то ты себя как будто больше сохранишь. И более того, совсем, может быть, через пару шагов, может быть, через пару дней, через пару недель, мои дорогие. Ну, это так абстрактно, конечно, но все же. Тебе придется как будто словно замереть или куда-то не торопиться. Все-таки по этой карте мы сами останавливаемся ненадолго, мои дорогие. У кого-то это та заминка, которая может быть в полчаса, у кого-то в день, у кого-то в неделю, но по-разному, да. Мы останавливаемся для чего? А потому что нам нужно что-то переиграть. Потому что нам нужно передумать, передоговориться. Как будто нам самим нужно взять с собой в будущее. Мы говорили это с вами. А будущее, посмотрите, один из символов Меркурия. Корабль. Это символ перемен. Это символ еще коммуникации. Много людей, будет много событий, много новостей. И мы именно четко как будто пытаемся для себя, возможно, что-то подытожить. Может быть, от чего-то сами отказаться. Но есть что-то очень важное из прошлого, что нам предстоит взять с собой в будущее. И это может быть сопровождаться как такими энергиями, когда вам именно нужно будет что-то рассчитать, к примеру, или оформить какие-то документы, даже в чем-то поставить точку, или какие-то бумаги, опять же, если мы говорим переделать, передумать, может быть, поставить где-то подписи, или как себя проконтролировать, не прилетит ли мне в будущем какая-то обратка из прошлого. Будьте к этому готовы. Это важно услышать, важно знать. У вас будущее на пороге, но вам как будто к нему нужно подготовиться. Что важно услышать прямо сейчас?
такие волшебные карты выпадают у вас, мои дорогие. Десятка пентаклей. Десятка пентаклей иногда символизирует, а вверху, правда, четверка жезлов. Вопросы дома, вопросы семьи, вопросы денег, вопросы пары. Вообще это само по себе благополучие. Это где-то вариант для кого-то из вас, если на кону стоит приобрести жилье, возможно, находиться в каком-то доме, да, или в какой-то местности. Вот там, где вы можете оказаться, там вы, может быть, стабильнее, там вам может быть спокойнее. Может быть, и вы хотите кто-то совершить далекий переезд, и будете такую пробную поездку, да, осуществлять или продумывать ее, что важно услышать прямо сейчас. Но вот видите, тут знаете как, плюс и минус идут параллельно. Вот, собственно, нам в предыдущем ряду так показали. Сначала нам что-то, ну, как с элементом того, что для нас неожиданно, или может поначалу выглядеть таким образом, что нет, это так вот не получится осуществить. А если мы так наотмашь не примем какое-то на эмоциях, да, ну раз нет, так и не надо, да, ну вот что-то вот с такой позиции. Так вот, если с такой позиции мы не будем подходить, то буквально через пару шагов вы узнаете для себя что-то важное или будете видеть как минимум в этом рациональное зерно. Более того, вы будете себя буквально на третьем, на четвертом шаге благодарить, что вы как раз не повелись на каких-то эмоциях, мои дорогие. Причем на тех эмоциях, которые могут быть для вас именно такие больше отрицательные, когда захочется от чего-то отказаться, от того, что вы услышите или от того, что вы узнаете. Нет, вот себя придется останавливать, не просто идти по ситуации, успокаивать себя придется, мои дорогие. Вот я прямо должна так и сказать. И дальше, вот да, как благодарность самому себе, что ты как выдержал этот момент. Но далее будьте готовы к вообще какому-то повороту событий. Вы можете опять же столкнуться как бы не раз, да, вот эта ситуация, она у вас как минимум 2 раза проходит четко, причем по 2 рядам. Когда опять же в какой-то пункт нас это не устраивает, в какой-то момент, ну нет, это совершенно не то, о чем я думала или думал. Или это какое-то дурацкое предложение, которое выглядит как, ну, либо экспромт непросчитываемый, либо это выглядит как чья-то идея, которая не жизнеспособна, по вашему мнению. Или когда, знаете, человек себя может повести где-то на эмоциях. Вот будьте готовы к тому, что у человека будет много эмоций. Я, кстати, могу предположить, возможно, человек, вы просто не знаете, находится в сложном жизненном отрезке пути. К примеру, даже если это чиновник банально, но и на чиновников в жизни лично оказывает влияние. Да, есть настроение, нет настроения. И если этот человек касается не чиновников, а какой-то лично вашей истории, дружбы, бизнеса, любовной истории, тогда будьте готовы, что у него настроение будет меняться. Может быть, настроение меняется именно потому, что на человека оказывают как третьи силы, третьи факторы, оказывают свое влияние. И поэтому ему как-то, как фарватер будет сложно выбрать. Да, вот человек может получить, кстати, вам не рассказывать об этом, он может получить какое-то известие или он может узнать какую-то новость, которая его не будет устраивать. И он может быть этим расстроен. А почему важно услышать? А потому что себе нельзя помешать, мои дорогие. Будет вот это желание, как у вас, может быть, по крайней мере, когда так вот, вы тоже в таких энергиях, как император. Есть два мнения, мое и неправильное. Или будет по-моему, или не будет никак. Ну, сами выпрыгнули, прям вылетели карты. Вот смотрите, двойка мечей. Опять же, мы только об этом говорим, да, вот этот сложный выбор. Причем тот выбор, который нужно продуманно делать. Тут, знаете, нужно, смотрите, слушать свое сердце и в то же время делать, как интеллект, мечи – это интеллект, делать холодным разумом выбор. И к этому будет какая-то предпосылка, добрая весть, добрая новость. Но методы, может быть, вам придется корректировать. Будьте готовы и к такому повороту событий. И
И хочется спросить, а к чему же еще приготовиться? Ну, раз вот так пошел наш расклад. Давайте достанем еще один ряд. Именно к чему быть готовым. Ну, или готовой. А для вас это имеет значение. Мы это уже поняли. К чему быть готовым? Какой-то конфликт может создаться. И я причем не говорю, что это вас касается, этот конфликт. Тут, скорее всего, конфликт может действительно какие-то третьи силы или ситуации, обстоятельства, когда, ну вот, конкретный человек или конкретное дело, оно как может, знаете, встретить какую-то конфронтацию. Может быть, через третьи факторы или через третьих лиц. Вы на какой-то момент можете даже начать сомневаться, получится или нет. Может начать сомневаться какой-то человек. Смотрите, может быть еще и такая ситуация, к чему быть готовому, что не очень быстро вы решите какой-то свой вопрос. Вам придется как что-то новое освоить. Все-таки для того, чтобы у вас получилось осуществить задуманное, мои дорогие, вам придется себя перестраивать. Еще одна тройка. И по этой карте мы проходим как и жизненный экзамен. А может быть, у кого-то придется получить важный сертификат. И для этого пройти какой-то путь. Потому что рыцарь Пентакли – это тот, кто расчетливый. Рыцарь Пентакли, он идет медленно, самый медленный рыцарь. Это не остановка. Это определенная дистанция, которую быстро как будто проскакать мы не можем. Отшельник. Тем не менее, вам никто не мешает. Возможно, и вам придется оставаться на своей волне. Очень даже символично выпали карты. Но это у вас принесет вам деньги. Посмотрите, у нас выпала как и девятка кубков, так и девятка пентаклей. Это вообще девятки по нумерологии, это перемены. Может быть, вам решения какие-то дадут возможность и ресурсы, или как дорогу какую-то к ресурсам откроют именно финансовым. Или, возможно, будет именно так, когда вы, вот у человека будет свой план, и у вас будет свой план. На каком-то этапе вы будете склонны договариваться, потому что, ну, есть плюсы, как и для вас, так и для человека, даже если это чиновник. Он тоже, его интересует, чтобы, допустим, ваш вопрос решился как-то положительно, и вы больше к нему, например, не обращались. Может быть и так. Или пусть это будет как какое-то дело, когда, ну вот, есть интерес вот с другой стороны в отношении вас. Это факт. Значит, в каком-то моменте на какой-то, опять же, процент, на компромисс готов будет и человек тоже. Но даже если мы с вами говорим по пятерке мечей, Пирова победа. И может быть, эта Пирова победа, она уже сложилась, она была прежде. Я говорила, разошлись как море кораблей. Так вот, по этой карте мы можем поссориться, каждый при своем мнении, расходится и даже не хотят разговаривать. И каждый в своих убеждениях. Но это карта, которая говорит об искаженном восприятии. Видимо, вот это восприятие придется несколько поправить. И поэтому и тройка пентаклей, когда мы должны научиться видеть мудро то, что есть на самом деле. И это для нас будет не просто важно, а это нам принесет прибыль. Или поможет осуществить задуманное. Или вполне вероятно у вас еще будет такая возможность, мои дорогие. Вот за этот период, пока вы тут что-то, ну как быстро это не решится, да? Тут будет какая-то дистанция все-таки по времени, может быть, у кого-то по дням, у кого-то и по неделям, да, или, ну, месяцам я не могу сказать, но, в принципе, и месяцам тут все зависит от того, что вы задумали. Но потом-то вот как будто, с одной стороны, вы за этот период, может быть, даже сумеете несколько отдохнуть. Иногда эта карта говорит о том, что ты заслужил этот отдых. Ты как будто можешь на какой-то период, ну, как позволить себе. Вот и у вас, значит, будет еще и такой элемент, когда вы сумеете себе что-то позволить. Да, может быть, оно так, знаете, вибрирует между «хочу» и «должен», или вибрирует между тем, что хотел бы или хотела получить гарантии, но у меня этих гарантий на данный период времени нет. А тем не менее, а ведь и добрые энергии все равно идут. Воспользоваться каким-то моментом вам настоятельно рекомендуют карты. Это если мы сказали, к чему приготовиться.
А получится ли у вас в конечном итоге осуществить задуманное? Давайте узнаем. Все ли пройдет гладко? Может быть, последующий какой-то период после того, что нам уже рассказали карты, на какую-то более далекую или отдаленное будущее, или отдаленную перспективу, что вас ждет. Получится ли осуществить задуманное? Да, мои дорогие, у вас получится. Однозначно. Но гибче быть нужно. И опять же, дельта, глаз. Лучезарная дельта говорит о том, что ты должен предвидеть на пару шагов вперед. Не только застревать в одном каком-то моменте может быть, на эмоциях, когда ты что-то слышишь негативное, или ты только слышишь чье-то желание. Здесь все же мы можем, вот смотрите, что мы можем. Рыбы нам изобразил Чиро Маркетти, а рыбы это у нас переезды, перемены, путешествия, перемещения. Может быть, и документы с этим связаны. Но это еще ведь богатый улов. Это опять же деньги. Так сможете ли вы осуществить желание? Смотрите, семерка Пентаклей говорит, тебе придется ухаживать за этим проектом. Здесь не пойдет что-то быстро. У кого-то из вас изменится статус. Кто-то сумеет приобрести жилье, кто-то сумеет, возможно, исправить ситуацию личную, если статус, мы говорим, да, были один или одна, а здесь, стало быть, могут быть заключены документы, как союз создан, да, ну, я не говорю брак, но, может, я этого и не исключаю тоже, может быть, и вопросы детей, деторождения, тут вот все-таки аркан императрицы, для кого-то это напрямую, опять же, может быть, вопросы, как в целом, и дом, и деньги, и где-то личная жизнь, но еще и вопросы работы. Тут прямо, знаете, у вас как складывается, посмотрите, туз кубков и аркан императрицы, когда тут прямо для себя что-то очень такое хорошее, положительное, самое главное, наверное, стабильное, надежное вы можете осуществить. Да, ухаживать придется, и есть дистанция по времени. И, может быть, все то, что вы сейчас проживаете, вам эти энергии будут необходимы. Когда мы, как не отрезаем от себя какую-то даже малейшую возможность, если в нашей жизни она есть, а ничего другого нет. Но и в то же время мы не представляем собой такого персонажа, который соглашается на все подряд. Вот тут вот тонкий такой нюанс. Тут императрица себя всегда должна беречь. Но если мы говорим, вот, кстати, смотрите, только что заметила, у вас тут какая-то победа, буквально, на дне колоды. А по семерке жезлов на нас воздействуют. И вы будете готовы к тому, что вы будете постоянно находиться как в эпицентре, когда на вас будут обращать внимание. Вы можете столкнуться с разными людьми. Вам может быть сложновато именно потому, что вам придется себя беречь от каких-то просьб от третьих лиц. Или когда, вас могут не раз люди ставить как в ситуацию выбора. И поэтому вот себя сохранять это будет очень важно. Но вполне вероятно и другой момент, как именно такой дорожкой проходя, вы еще в последующем будете не раз корректировать собственные планы и приходить к выводу, может быть, вот тот опыт, который вы проходите сейчас, я просто на данный период могу чего-то не видеть. И для того, чтобы еще раз состоялась какая-то победа, вам будет совершенно необходимо, как разделять либо обещания людские, или какие-то планы, допустим, что-то предложено, или есть один из вариантов ваших действий, но к этому варианту нужно просчитать буквально методично как-то, да, с кем вы или на что вы готовы пойти, а что для вас вот совершенно, неприемлемо, или кто будет пытаться воспользоваться вами, одним словом, так и хочется сказать, мне по этой карте, не позволять себе быть удобными. И при этом договариваться. Это не такая простая задача. Отдаленное будущее. Сумеете ли вы осуществить задуманное? Я сказала не быть удобными, а по этой карте королева кубков идет карта любящего человека.
У вас будет такое своеобразное испытание, вам оно предстоит. Это отдаленное. По этой карте не просто любящий, а это альтруист. И этот альтруизм несколько зашкаливает именно в том, что он переходит в самопожертвование. Это все то, что я только что сказала. А вам придется по пажу жезлов. Вот знаете, кому-то из вас придется оказаться в общности совершенно других людей. Возможно, вам придется оказаться в другом коллективе, когда вы можете даже чувствовать у кого-то вот именно так. Когда я лично никому не верю, может быть, люди не понимают меня, а я не понимаю до конца их, и вроде бы транслировать нужно, что-то лояльное, и при этом себе не навредить, и у вас будет складываться в отдаленном будущем еще много перемен, мои дорогие. Вы, как знаете, ступенька за ступенькой будете проходить дорогой судьбы, когда на следующей ступеньке вы будете, может быть, эти ступеньки у кого-то пройдут в очень короткую дистанцию, в недели, мои дорогие, вот правда, может быть и месяцы, но приготовьтесь к тому, что скучать вам будет некогда. Вы будете раз за разом сталкиваться с тем, что вот как себе, если сказать, да, а я этого не знаю, а я в этом не разбираюсь, а я вот в этом ничего не понимаю, но мне нужно вот что-то осуществить, и вам придется научиться разбираться во многих, может быть, как работа сервисов, если мы так говорим. Кому-то, я не исключаю, придется, может быть, язык выучить, или освоить новую профессию, или адаптироваться к каким-то новым обстоятельствам. Точно, мои дорогие, дважды. И при этом два пажа. Пажи – это всегда некоторая незрелость. И если мы говорим по пажу мечей, это иногда бывает колючая новость. Но чаще я вот привожу такой пример. И у вас это уже следующий паж, с который выпал именно за тем, что я только что сказала, что это на отдаленное будущее будет для вас означать. Представьте, что вы идете по сумеречному лесу по узкой тропинке. Нет фонарей, освещает только как дорожка лунного света. Вы идете, думаете о чем-то своем, вы уже в этой местности были, то есть у вас есть какой-то план, вы идете совершенно уверенно, спокойно, и вдруг это из разряда, как какая-то ваша мысль, инсайт, иногда это может быть, если мы уже про реальную жизнь, опять же, какая-то новость, которую вы слышите и понимаете, пора сворачивать. Вот именно теперь как будто совершенно необходимо что-то сделать по-другому. И у вас таких жизненных этапов в последующем будет не один. Может быть, поэтому карты где-то с самого начала нас настраивают. Знаете, не то, что сказать, что да, вот у меня получилось что-то осуществить, и я могу расслабиться. Нет, вот ни разу. Или у меня получилось что-то довести до ума, да, как, зафиналить, будем говорить, к финалу, да, привести, закончить. И я могу, опять же, тоже уже больше об этом не думать. Будьте готовы к тому, что придется держать руку на пульсе обстоятельства вокруг вас, как и новости, так и, может быть, вы будете в некоторой зависимости, даже в хорошем смысле, от других людей, от знания законов, я этого тоже не исключаю, поэтому и вам придется себя постоянно перестраивать на новый лад. Какой совет нам дадут карты для вас? Вот прямо сейчас. Карта выбора. Лучше прямо этот совет и не дашь. Конечно, карта влюбленной будет говорить для кого-то о том, что договариваться придется, ведь самый главный смысл – сепарация, только иллюзия. Поэтому сепарация, или разделение, оно как будто не поможет. Но и замечтаться-то по этой карте тоже нельзя. Рыцарь такой вот, посмотрите, красивый, могучий рыцарь, он как образ, а девушка она в реальной жизни. И договориться, и не создать себе иллюзий. Слушайте, мы с вами начинали с этого расклада. И поэтому в тех энергиях, в которых вы находитесь сейчас, они уже самые правильные. И еще достанем карту совет. Но будут какие-то приятности. Принимай. Может быть, даже какие-то мелкие радости. Дай себе возможность отдохнуть. Дай себе
возможность чем-то вдохновиться. Тебе это тоже сейчас важно. Но и опять же следующая карта: не дай себя обмануть. Будь внимателен, потому что то, что у тебя сложится совсем скоро, ты как можешь забрать свое. Аркан, причина и следствие, закон кармы, закон судьбы. Я не говорю, что это на 100%. Нет, тут придется что-то на определенный процент сделать, а какой-то процент, ну, как оставить кому-то. Или принять, что вы это не сможете осуществить. Тем не менее, 7 мечей, 2 остаются с лисой, а вы как будто уносите 5. Тут есть в какой-то палитре событий определенный процент осуществления того, что вы задумали. Но не на 100. Не совсем в том контексте или в той позиции, или в той, как, знаете, дистанции, как вы это себе задумали. Может быть, дистанция и по времени. Тут придется корректировать. Поэтому где-то карта ведь иногда говорит о манипуляциях и о том, что нам нужно быть внимательным. Кстати, на всякий случай будьте внимательны к документам, то, что вы подписываете, к сумочкам, может быть, паролям аккаунтов. Тут вот определенно, как знаете, некоторое внимание к тому, что происходит вокруг, ну, как и критическое мышление. Это все-таки как карта совет, это будет совершенно необходимо сделать. Значит, императрица не может собой рисковать. И если эти добрые энергии идут в вашу жизнь и приносят вам такие возможности, то в последующем это придется сохранять. И где-то корректировать собственные планы. И я могу сказать, что вы уже находитесь в этих энергиях, поэтому продолжайте. Или вы победите, или у вас не хватит терпения. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои расклады, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.